Здравствуйте. 4 основные ошибки в отношениях. Пожалуйста, не делайте эти ошибки и укрепляйте ваши отношения. Итак, ошибка первая. Терпеть, молчать и как следствие потом, естественно, взрываться, как вулкан. Ошибка терпеть изначально. Пожалуйста, каждый раз, когда вам что-то не так, останавливайтесь, ставьте на паузу себя, ситуацию. Если вы что-то говорите, делайте, остановитесь, осознайте, как вы реагируете сейчас, что конкретно вам не так, и сообщите об этом своему партнеру. Жены очень часто терпят. Пожалуйста, не терпите. Говорите. Я понимаю, что вам сложно часто сказать, потому что, просто вот как будто слова не подбираются. Подписывайтесь на канал. Здесь очень много видео, где я часто привожу в пример какие-то конкретные фразы под разные ситуации. Или задавайте в комментариях ваш вопрос, я подскажу вам, как сказать о ваших чувствах партнеру, чтобы это укрепляло ваши отношения, а не развивало ссору еще больше. Вторая ошибка – это перестать говорить партнеру спасибо. И то же самое происходит с вами. Если вы перестали слышать от вашего партнера очень простое спасибо, то, конечно же, со временем, с годами это копится в недовольство. Да, мы часто забываем, и это плохо. Нам начинает казаться, что этот человек с нами постоянно, и он уже никуда не денется. И если мы каждый день делаем что-то одно и то же, то зачем уже говорить спасибо? Нет, остановитесь. Это очень важно. И важно не только, чтобы вы говорили, а чтобы вы просили партнера говорить вам это спасибо. Напоминали ему о том, что вам это важно слышать. Говорите ему спасибо за чашку кофе, за то, что выручил, не знаю, помыл посуду, за то, что он выносит мусор. Говорите ему спасибо и в ответ просите это спасибо по отношению к себе. Но просите не как претензию. Забудьте о том, что долго уже не говорил. Забудьте о том, что было раньше. Попросите его об этом, как будто это вот прямо сейчас вновь возникшая проблема. Просто скажите: дорогой, мне будет очень приятно, если ты будешь меня благодарить и говорить простое спасибо. Я тоже буду тебе с удовольствием это говорить. Давай начнем говорить друг другу спасибо. Поверьте, спасибо — это очень короткое и простое слово, оно может существенно улучшить ваши отношения. Третья ошибка – это обещать что-то и не делать. Согласитесь, это очень неприятно, когда так происходит. Не делайте сами эту ошибку и показывайте вашему партнеру, если он делает эту ошибку в отношениях. Что это значит? Обещать, не делать то, что пообещал, а дальше сливаться. Никак это не комментировать, уходить от ответа на вопросы о том, почему ты не сделал. Отвечать так, как будто я и не буду делать дальше то, что я обещал. И тогда, конечно же, пропадает доверие к человеку. И если с вами так поступают, то ваша задача показывать человеку, что вам это не окей. Объяснять, что конкретно вам не окей, что вы хотите услышать, естественно, не делать это самой или самому в адрес своего партнера. То есть пообещать и не сделать — это нормально, потому что мы все живые люди, бывают разные ситуации, да? Ненормально пообещать, не сделать и никак не откомментировать это должным образом. Не извиниться, не сказать о причине, почему не сделал, и не обозначить, а когда же это будет сделано. То есть как будто нужно в этот момент, перезаключить договор между вами. Это очень важно. Четвертая важная ошибка – это критиковать вместо того, чтобы, не поверите, жаловаться. Да, жаловаться можно и нужно. Жаловаться партнеру о его действиях, которые вам не окей, это нормально. К сожалению, нас так воспитывали, аж вздохнуть хочется, по принципу «не жалуйся», нельзя жаловаться. К сожалению, наши родители не умеют жаловаться верно и считают жалобу чем-то унизительным и плохим. И это огромная ошибка. Не совершайте эту ошибку. Критиковать – это плохо. Чем критиковать отличается от жалобы? Критикуете вы личность человека, а жалуетесь на его действия. Критикуете вы его как за длительный промежуток времени. Ты всегда делаешь так плохо. Это критика.
А жаловаться – это сообщить о том, что вам не окей, про его какое-то конкретное действие здесь и сейчас. Например, классический пример. Мужчина разбрасывает одежду, носки по дому. Или вы зашли в ванну, он тут был, и в ванной там, что там только в этой ванне не осталось от него. И вот вам опять, вам самой неприятно в этом находиться. И вам приходится убирать за ним. И вы в очередной раз чувствуете себя какой-то домработницей. Ну что это такое? Ну, банальные же вещи нужно вроде бы за собой убирать. Согласитесь, поставьте лайк, если вам это знакомо. И тогда, если вы подходите к мужчине, ну, во-первых, если вы будете замалчивать, раз за разом убирать и молчать, вы совершите первую ошибку. Делать этого не нужно. Поэтому говорим дальше, говорим не через критику, а через жалобу. Как? Если вы скажете: слушай, ты вечно оставляешь после себя такой ужасный беспорядок, еще и хуже намекнете после этого, что он какой-то свинья, то вы будете его критиковать. И это ошибка в отношениях, это разрушает любые отношения, потому что никто не готов слушать от вас критику. По-честному, ваша критика никому не нужна. При этом очень важно, чтобы вы решили эту проблему. Слушайте дальше как. Просто замените предложение, формулу, используйте другую для слов, скажите то же самое, теми же самыми практически словами, но через другую конфигурацию предложения. Скажите просто: дорогой, даже можно серьезным таким недовольным голосом, естественно, вы же недовольны тем, что происходит, покажите это, но через правильные слова. Дорогой, я прямо сейчас зашла в ванну, и ты там оставил прямо сейчас, например, там, не знаю, брился там волосы на полу, полотенце валяется лужей. Перечислите, что конкретно, и дальше скажите, как вам это не окей. Скажите: мне это не нравится, потому что я тоже использую эту ванну. Я захожу, и я не могу находиться в таком беспорядке. И тогда мне что остается? Убирать за тобой. Ты понимаешь, это ненормально, что ты будешь гипермусорить, не убирать за собой. Я буду убирать за тобой, я буду уставать, как следствие раздражаться, и наши отношения будут ухудшаться, потому что это не окей. Не делай, пожалуйста, так. Чувствуете разницу? Я сейчас все, что сказала, это может быть достаточно эмоционально, да, то есть, но я не обвиняла его в том, что он свинья. Я сказала про конкретное действие здесь и сейчас. И тогда человек будет готов воспринять это, его это не будет бить в его какие-то раны. Тогда вот в этом месте вы сможете договориться. Он сможет вас услышать, потому что не будет критики. Критика – это ты всегда делаешь плохо. Ты опять сделал плохо, опять показывает, что всегда. И тогда это отсылка, что ты как личность какое-то, извиняюсь, говно. И, конечно же, это неприятно слышать. Если вы замечаете, что ваш мужчина вас критикует, например, ты всегда паркуешься не так, или ты снова там, не знаю, потеряла ключи, или ты всегда тратишь мои деньги, возвращайте ему это и показывайте, научите его не критиковать вас. Скажите: ты меня сейчас критикуешь, и мне от этого больно, мне хочется защищаться от тебя или нападать на тебя в ответ. Не мог бы ты, пожалуйста, все то же самое говорить, применяя только к ситуации здесь и сейчас? Я потихонечку заканчиваю это видео. На этом канале очень много видео про отношения, подписывайтесь. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Я, в отличие от многих блогеров, захожу в комментарии и правда сама читаю ваши комментарии, стараюсь всем отвечать, поэтому не стесняйтесь, если есть вопросы, пишите. Если хотите от меня больше лайва, чего-то такого более, не знаю, личного, простого, душевного, заходите в мой инстаграм-канал, я там бываю практически каждый день, особенно в историях. Если хотите почитать посты текстом, то телеграм-канал я тоже веду, подписывайтесь, ссылки все есть внизу в описании под этим видео, и до встречи. Пока-пока.